Ну что, доброе утро. Мы по российской традиции подождали 10 минут. В Москве, наверное, надо еще было бы 10. Но мы не будем. Мы рады вас видеть и спасибо, что вы к нам пришли. Мы знаем, что мы вам очень не заранее оповещение прислали. Так уж у нас вышло, потому что мы долго не знали, кто нам место даст для этой лекции. И спасибо Конни Казари, что она согласилась сюда приехать. И главное, что мы надеемся, будет у нас успешным, это, в общем, запись, которая будет на ресурсном центре «Обнаженные сердца». Но люди, которые будут смотреть запись, не будут возможности увидеть все вживую, задать те вопросы, те, кто нас не знают, Таня, мы, наверное, могут представиться. Меня зовут Святослав Довня, или просто Слава, я детский невролог, я эксперт в «Обнаженные сердца», приглашенный профессор университета Нью-Мексико, США, зрелое родительство и радиотажка, ну и всякое прочее. И мы с Таней работаем уже больше 20 лет с разными нарушениями и стараемся, чтобы программы, в которых мы работаем, отвечали всего одному критерию, чтобы они правда помогали детям и были доказаны эффективными. То есть мы стараемся, чтобы в тех программах, в которых мы работаем, не было чего-то такого, что просто сделано кем-то, кто не уверенно помогает или нет, но уже готов помогать. И поэтому мы ничего сами не придумаем, мы приглашаем тех людей, которые отвечают за свои слова и проводят большие организированные исследования. У нас в стране, мы знаем, что пока в нашей своей области таких исследований мало, поэтому нам приходится, чтобы не сделать велосипед с квадратными колесами, брать совместный опыт наших зарубежных. Вот нам сегодня очень повезло, потому что у нас есть такой спикер, сегодня замечательный, которого рады видеть не только здесь, но и является основным выступающим на больших конгрессах в Соединенных Штатах, в Британии, в Европе, в Азии, даже вот в Бутане жаловалась, что ее заставляют ехать в Бутан, а она даже не знает, какой самолет туда летит. Вот. Но, к счастью, нам повезло, и у нас есть вот несколько событий, и мы можем не просто какое-то короткое выступление послушать, а вот такую отдельную лекцию только про раннее. Сегодня мы будем говорить про маленьких детей, про программы с доказанной эффективностью, и особенно много, я надеюсь, Конни нам будет рассказывать про программу Джаспер, которая очень много доказательств своей эффективности. Вот, и я передаю слово дальше. Конни, Таня, ты хочешь что-то добавить? Я очень рада всех видеть. Да, и Таня будет сегодня помогать с переводом. И я не врач, в отличие от Славы, я психолог, но в данном случае я переводчик. Ну, поскольку мы так уж как-то последний опыт наш показывает, что профессиональным переводчикам иногда не хватает специальных знаний, потому что область новая, и мы стараемся своими силами, даже не столько из экономии средств, хотя тоже важные вещи, но и в общем, потому чтобы постараться до вас донести содержание, то, которое мы, по крайней мере, поймем. Вот, так что передаю слово Конни. И, вот что я забыл. Мы хотели вас попросить поднять руки, кто из вас родители детей с аутизмом. Кто из вас психологи? Вау, здорово. Кто из вас педагоги? Социальные работники? Нет. Кого я забыл? Врачи, Слава, doctors. Ага, педагоги, дефектологи, да? Поскольку в Америке нет термина дефектолог, специальные педагоги. Можно мы так переведем, да? Никого не забыл? Nobody's forgotten? Отлично. Very good. Все, мы тогда начинаем, Конни. Please. Oh, good morning. Доброе утро. I'm going to try to do this Я это попробую сейчас делать. with English and Russian. И по-английски, и по-русски. So we'll talk about early interventions for autism spectrum disorders. Мы поговорим о раннем вмешательстве для детей с расстройствами аутистического спектра. So I want to show some videos of young children. Хочу показать видео с маленькими детьми. So what we often see with young children is this sort of rigidity, no joy in play. Что мы видим часто у маленьких детей? Вот определенного рода ригидность и отсутствие удовольствия в игре. So this little boy is 3 years old. Вот этот мальчик, ему 3 года.
he didn't really like to play. Ему не особо нравится играть, So that's very unusual for children, right? что достаточно необычно для детей. Okay, so let's watch. А давайте посмотрим. Oh yeah, not that one. Татьяна, снимай видео. Да, мы снимаем, когда расскажем. Is it possible to do? It's okay for this one. Right, so Вот так. what you notice with this little boy is that he didn't want the toy to be changed when it was completed. Что вы видите с этим мальчиком? Он не хочет менять игрушку, когда задача вроде как закончена. Right, so the therapist was trying to move the toy to expand the play, То есть специалист пытается заменить игрушку, чтобы расширить игру. but he wasn't going to have anything to do with that. Но ребенок не особо рад. Right, and so that's very hard for the mom because he doesn't really want to play. И маме это очень сложно, потому что ребенок не хочет играть. So another type of child that we would see is one we call object focused. Другой тип детей – это те, которые мы называем сфокусированные на объектах. So with this little guy, dad is being very responsive to him, but he's very focused on the object. И вот с следующим ребенком ему очень хорошо отвечает, но он-то занят предметом, а не человеком. Это папа. Там спрашивают, кто там? Смотри-ка, кто там? Right? So the little boy is just very focused on the object. Вот этот маленький мальчик, он полностью сфокусирован на объекте. So he's not involving his parent in the play. И не вовлекает своего родителя в игру. So does that look familiar? Выглядит знакомо для вас? Yeah. Yeah? All right, so those are two types of kind of play that we see in really young children. И вот мы здесь видим два типа игры у маленьких детей. So let's remember what it looks like if you are typically developing. Давайте вспомним, как это выглядит, когда ребенок типично развивающийся. So this little boy is 17 months old, Вот этому маленькому 17 месяцев, and he's in an assessment that is looking at his social communication и он skills. проходит процесс профессиональной оценки, когда смотрит на его социальную коммуникацию. Should we start it? Корова там какая-то. Видишь? Смотри, что там, Чарли. Right? So he has a lot of social affect. He's really attentive to the adult, То есть right? у него много вот этих социальных эмоций, он явно обращает внимание на взрослого, So that's typical development. и это типичное, обычное развитие. So in the same kind of assessment, we see a little boy who's 3 years old. В исследовании такого же типа мы видим ребенка, которому 3 года. Right, so this one. Чем хочешь поиграть?
Right? So much harder to engage. То есть, видите, намного сложнее вовлечь его. So he's had a lot of intervention, so he's able to sit at the У table, него уже было много программ помощи, он способен сидеть за столом, but he's not really engaging very much. но он не особо вовлечен в ситуацию. And so in another little video of this same little guy, На другом маленьком видео тот же маленький мальчик, he's playing with his therapist, and you can see that he also shows us some of the repetitive он behaviors. там играет со своим специалистом, с которым занимается, и вы сейчас увидите, что там очень много еще и повторяющегося поведения. Okay, so those are the two areas that we often see with young children with autism. Вот это как раз две области, которые мы часто видим у маленьких детей с аутизмом. So one is an impairment in social communication, Одно касается нарушений в социальной коммуникации, and the other is in restricted and repetitive а behaviors. второе – это ограниченное повторяющееся поведение. Right, so those are what we call core deficits. И вот это то, что мы называем ключевыми дефицитами. That's kind of what defines our children with autism from other children. И отделяют детей с аутизмом от других детей. So why do we focus on those in early interventions? Соответственно, вопрос, почему на этом надо фокусироваться в программах раннего вмешательства? Because if you are using language by the time you're 5 or 6 years of old, Что мы знаем, что если у вас есть речь до 5-6 лет, you have the best social outcome. то социальные исходы обычно лучше. So a main goal of early intervention is that we get children to talk by the time they go to kindergarten. То есть, соответственно, главная наша цель, чтобы начали говорить ко времени, когда идут в детский сад. We also know that joint attention predicts language skills. Мы также знаем, что совместное внимание является предиктором для развития речи. And joint attention predicts language skills for all children. И совместное внимание является предиктором языковых навыков вообще для всех детей. Do you know what joint attention is? Вы понимаете, что такое совместное Yes. внимание? So it's really using gestures to share attention with somebody. Это использование жестов для того, чтобы делить фокус внимания с кем-либо. So if a child is in the park То есть, если ребенок в парке, and they see an airplane fly overhead, видит, что над ним летит самолет, they might point to the airplane он показывает пальцем на самолет, and look back at mom смотрит на маму, and look back at the и airplane опять на самолет and smile и улыбается. as if to say, wow, do you, Как будто говорит: вау, do you see what I see? видишь, что я вижу-то? Right? So it's just to share. Это просто, чтобы вот делиться. But they might also use a point Но также можно использовать указательный жест, to point to cookies or something in the cupboard. чтобы указать на что-то, например, на печеньку в шкафу. And that kind of point is for requesting. И вот этот жест указательный, он для другого, он для просьбы. And that's different from joint attention. И это другая штука, это отличается от совместного внимания. So our children with autism learn to request, and they do that pretty well. И дети наши с аутизмом учатся просить и делают это неплохо. But it's really hard for them sometimes to engage in joint attention. При этом им достаточно часто бывает, некоторым из них, вовлекаться в это совместное внимание. But we can teach it, and so it's really an important skill. Но мы можем этому учить, и это очень важно. The other important core impairment is in play. Еще одно очень важное ключевое нарушение – это в игре. And so play skills are really important to cognitive development or intelligence. Игровые навыки, они очень важны для когнитивного развития или вот умности. So all of these areas are core to kids with autism, and they're really important. Все эти навыки являются ключевыми для детей с аутизмом, это очень важно. So the evidence for early interventions
То есть доказательства для раннего вмешательства suggests that we can teach children, показывает, что учить детей можно, but that the approach matters in но how we все teach. зависит от того, какой мы используем подход и каким образом мы учим детей. Right? That's if, in case we want spontaneous and flexible child initiations. Потому что мы хотели бы видеть спонтанные инициации, исходящие от ребенка. Right? So that's what's important here, is that the child can initiate something. Собственно, вот важным здесь делом является, что ребенок должен научиться нечто инициировать. All right. So now we're going to watch a video, which you probably can't videotape. Сейчас мы будем смотреть на видео, которое не будем снимать. And I'm going to show you the difference between two different early intervention approaches Я здесь вам покажу отличия в разных двух подходах к раннему вмешательству, that are teaching play skills. когда и тот, и другой учат игре. So both little boys I'm going to show you are 4 years old. Оба мальчика, которых я собираюсь вам показать, им по 4 года. Both of them were in an intervention study. Оба принимают участие в исследовании, посвященном эффективности вмешательства. And when we started, both of them had fewer than 5 words that they И used. в начале программы у каждого из них было меньше, чем 5 слов используемых. So if you're 4 years old and you have fewer than 5 words, и при этом у тебя меньше, чем 5 слов, that's very delayed, right? это сильно очень отставание. Okay. Да? So the first little boy, this is an assessment of his play skills at school. Первый ребенок – это оценка его игровых навыков, которые проводятся в детском саду. Упс, sorry. Она говорит, пить хочет. Пить хочет. Пить хочет. May go on forever. Говорит, может We'll stop that. продолжаться бесконечно. Остановим. So with that little boy, he's already feeding the doll, which is functional play. Вот этот мальчик, он уже кормит куклу, что есть функциональная игра. But he has some joint attention. He looked at the experimenter, right? You saw that. У него есть какое-то совместное внимание, он смотрит иногда на экспериментатор, вы это видели. So he has some nice skills before we ever start То есть у intervention. него уже до начала программы помощи есть некоторые хорошие навыки. Can you hear me in the back? You can? Кто Okay, сзади, вы good. можете меня слышать? Okay. So this little boy received an early intervention in his school. Вот этот мальчик получает программу раннего вмешательства в своем детском саду. So 1 hour a day every day. И она составляет час в день каждый день. And this is about 4 months into his intervention. И вот то, что мы сейчас увидим, это 4 месяца нахождения его в программе. And he received an approach called discrete trial И training. то, что он получает, называется дискретной пробой или обучение отдельными блоками. So that's applied behavior analysis. Это прикладной поведенческий анализ. It's a method that is used one-on-one with children, Это метод, который предполагает индивидуальные занятия с детьми. and it repeats the same skill or the same demand on the child several times. И, соответственно, там предполагается, что одна и та же инструкция выполняется несколько раз.
So there will be skills that he knows and skills that are new, and those are mixed in. Навыков, которые он уже знает, и навыков, которые являются для него новыми. So this little boy made lots of progress. Этот мальчик делает огромное количество прогресса. And you'll see him about 4 months in doing some of the symbolic play goals for this method. И вы увидите, через 4 месяца он работает над целями, которые касаются символической игры. So we can. Делай так. Как ты играешь на пианино, покажи. Как играют на пианино? Okay, so the symbolic tasks are those pretend book is piano. Символическая задача, соответственно, в данном случае книга как будто пианино. So he does it. Он это делает. But I would argue that this approach is teaching him to do a task and not play. Ну вот я бы сказала, что вот этим подходом его скорее учат выполнять задачу, нежели играть. Because the true test of whether this is play is it spontaneous, creative, fun? Потому что, в отличие от задачи, игра является спонтанной, креативной и приносящей удовольствие. So it wasn't his idea. В данном случае идея не его. And he's doing it. Да, он это делает. But will he do that on his own with a peer? Но будет ли он делать это самостоятельно со сверстниками? Might be a little odd. Это может быть странновато. Right. So for some children that will transfer, and for some other children that will not transfer. Для некоторых детей это переходит, генерализуется, а для некоторых нет. So an alternative approach is one that's a little bit more naturalistic and a little more playful for this type of a goal. Существует другой, несколько альтернативный, более натуралистический подход обучения такого же типа навыкам. But that's also behavioral. It's also behavioral. Он при этом Yes. также относится к поведенческим. Yeah, it's still within this umbrella of applied behavior Все равно analysis. это находится под вот этим зонтиком прикладного поведенческого анализа. And that's because we think of ABA as using methods that are trying to change behaviors to a socially meaningful degree. Потому что, когда мы говорим про ABA, это как раз вот попытка изменить поведение в сторону большей приемлемости в социальном плане. So I would argue that you would use different methods for different goals. И я бы сказала, что для различных целей надо использовать различные методы. So I would suggest that naturalistic behavioral developmental types of approaches are better for Я бы some. сказала, что натуралистические развивающие подходы для определенных целей лучше. They're better for some of these social communication and play goals. Лучше для социальной коммуникации и игровых целей. So this little boy, same age, fewer than 5 words, being assessed for play at school. Ну вот другой мальчик, тоже 4 года, тоже меньше 5 слов, и процесс оценки в детском саду. He's much bigger. Much bigger. Bigger. Потолще. Yeah, And we are not filming this also. right. И мы это тоже не снимаем. Okay, so he's, he also did a little show to the camera person, which is joint attention. So he also had some skills. Ну вот он тоже что-то показывает в плане совместного внимания, то есть какие-то навыки у него тоже имеются. And so this is him in his school setting about 4 months into И вот treatment. сейчас мы увидим его же в его же детском саду тоже через 4 месяца. And he's wearing the same clothes because he loves those clothes. И он в том же самом одет, потому что он прям вот любит вот эту футболку. Right.
Treasure hunt. Treasure hunt, pirates. Они пираты клад ищут. Я видела все сам богатство. Клад. Там вроде. В общем, все разрушил пожар. So nice joint attention. Вот очень хорошее совместное внимание. Что там? Sorry. All right, so you should see a lot of the same behavioral strategies, waiting, following, some prompting. Мы видим те же стратегии: ждать, следовать, некоторого рода подсказки. But in a much more connected, naturalistic way. В более таком вот связанном с ребенком натуралистическом исполнении. And the ideas are coming from the child. Идеи приходят от ребенка. And it's more playful. Более игриво. And it's likely to transfer better. И, скорее всего, на другие ситуации перенесется получше. So this method is, Вот эта программа или метод. it's called Jasper. So Его называют Jasper. it's joint attention, symbolic play. И это, смотрите, аббревиатура из совместного внимания, символической игры, Engagement regulation. вовлечения и регуляции. Right. То есть вот то, что сверху переведено. So those are the areas that we're targeting in this particular intervention. Соответственно, это как раз те области, на которые мы направляем свои усилия в этом профессиональном вмешательстве. So as a research method, С точки зрения исследовательского метода, it tends to be very targeted, very short term. этот метод очень направленный только на определенные вещи, очень краткосрочный. Right. So we're going to do this intervention for 3 to 6 months. Обычно мы вот эту программу с ребенком делаем от 3 до 6 месяцев. And that's for research. Понятно, что это для исследовательских целей. In real life, of course, a child could do this intervention, for very long periods of time. В реальной жизни, конечно, эта программа может идти достаточно долго. Right. Okay, so the core concepts are, as you would know from the title, joint attention, play, and engagement. Ну и основные концепции, которые в подходе используются, как вы понимаете из этой аббревиатуры, это совместное внимание, игра и совместная вовлеченность. And to achieve those core areas, we have several strategies. И для того, чтобы достигать вот этих ключевых целей, мы используем определенные стратегии. So it's first thinking about the environment. Сначала мы думаем про окружение. Where are you setting in relationship to the child? То есть, собственно, то, как мы организуем там, где мы будем строить отношения с ребенком. What kind of toys do you choose to play with? Далее, какого типа игрушки мы выбираем для игры с ребенком? And the types of toys matter because you're going to try to target the child at their developmental level. И выбор игрушек очень важен, потому что мы должны начать работать с ребенком на его уровне развития. Too low and the child's bored, too high and they're frustrated. Если мы зайдем слишком низко, ребенку будет скучно. Если мы зайдем слишком высоко, ребенок будет расстраиваться. So it's really important that you select
the child's toys properly, but that you also know where the child is developmentally. То есть очень важно, чтобы вы адекватно подбирали игрушки, что предполагает, что вы хорошо знаете, на каком уровне развития находится ребенок. So it's not so simple Это не так просто. as to just select the toys the child likes to play with. Проще было бы, ну возьми игрушку, которой ребенку нравится играть. Because sometimes our children choose toys that are not appropriate. Потому что иногда наши дети часто берут те игрушки, которые на самом деле неадекватны. So they're toys that have bells and whistles and noise. То есть те, которые там с колокольчиками, свисточками, звуком. It's hard to play with those with another person. Те, с которыми трудно играть с другим человеком. Right? Or they play with something that they love so much. They don't want someone else to play with them. Они выбирают для игры что-то, что они так любят, что они не хотят, чтобы кто-либо другой прикасался к этому делу. Okay, so it's really that piece of this intervention is very important. То есть вот эта вот часть вмешательства, она очень важна. And then other strategies involve imitating the child's activities. Другая стратегия, она включает имитирование того, что делает ребенок. And if they don't know what to do with an object, it's to model something. А если ребенок не знает, что делать с предметом, соответственно, мы моделируем. And why we focus so much on toys and play with little kids И почему мы с маленькими детьми так сфокусированы на игрушках и игре? is because we're really trying to get them engaged. Потому что мы пытаемся их вовлечь. Right, because the longer they're engaged with us, the more opportunities to learn. Потому что чем дольше они с нами вовлечены, тем больше у них возможностей учиться. That's how children learn to talk. Именно так они учатся разговаривать. So we spend a lot of time doing play routines. Мы достаточно много тратим времени на то, чтобы установить игровые рутины. So it's playing with something, it's then expanding it out. То есть игра с чем-то, расширение игры, Yeah, for long periods of time. расширение времени, которым мы заняты. All right. And so within the context of engagement, we're going to teach them how to use gestures, И pointing. в плане вот этого вовлеченности мы их учим тому, как использовать жесты, указывания. A lot of times our children don't use gesture, Но часто наши дети вообще жестов не используют. but we all use gesture. We all point to things, Мы even при as этом adults. все используем жесты, все на что-то указываем, даже если мы взрослые. So it's important. It's important for developing their language skills. Это очень важно, важно для развития языковых навыков. Right. So, for example, one Например. important strategy might be to have toy choices in close proximity to you. Например, выбор игрушек, когда мы находимся очень близко со взрослым. And a clear place to play. В четком месте, на котором мы играем. And then you want to make sure that you're sitting in front of your child so that you have opportunities to communicate. А также очень важно, чтобы вы сидели напротив ребенка, чтобы у вас были возможности для коммуникации. So we talk a lot about play, Мы много говорим об but игре. and sometimes parents, lots of parents play with their children. Ну и иногда родители, вообще много родителей-то играют со своими детьми. But you can use these same strategies across daily routines. Но те же стратегии можно вообще-то использовать и в повседневных рутинах. So it's not as if you need to sit and play with your child for long periods of Это time, не про то, что вот надо сидеть и играть долго-долго-долго. which can be hard if you're working. Потому что это может быть сложно, особенно если вы работаете. Right. And so Jasper is a layered intervention. Jasper — это программа такого многослойного вмешательства. So we worry first about getting engagement with the child. Сначала мы пытаемся работать над тем, чтобы вовлечь ребенка. We're concerned about their play level and their play skills. Пытаемся понять уровень игры, уровень игровых навыков. So it's not so much as to teach a child a single play skill, Это не то, чтобы учить ребенка какому-то отдельному игровому навыку. but we want flexibility and diversity in their play. Мы хотим, чтобы там изначально развивалась и гибкость, и разнообразие. So if they can feed the doll, that's one skill. Если может кормить куклу, это один навык. But if they can wipe the doll's nose or they put the hat on the doll, Также можно пробовать и нос ей вытереть, и шапку на нее надеть. that's several skills, Это разные навыки, but the same level of play.
но при этом на одном и том же уровне игры. So you want that flexibility, so they're really solid in that level of play. Мы хотим, чтобы была вот эта гибкость, чтобы ребенок, право, уверенно стоял на этом уровне игры. Otherwise, we're teaching one skill, and then at a different level, one skill. Иначе мы учим одному навыку, на следующей ступеньке другому отдельному навыку. And they don't have it solidly. И в итоге навык не крепкий получается. So typical development, children have lots of skills that are horizontal and vertical. Потому что в обычном развитии типичном у детей есть масса навыков, которые на горизонтальном и на вертикальном уровне. And so once we've developed those little play routines, we have opportunities for teaching joint attention. После того, когда мы добились развития игровых рутин, у нас есть возможности для развития совместного внимания. And language skills. Далее для развития языка. Okay. Do you have questions? Вопросы? Not yet? Еще Okay. нет? Okay. So we've done a lot of different studies of Jasper. Мы проводили массу различных исследований этого Джаспера. And we usually add it in to whatever other programs the child has. Мы обычно его добавляем в любую другую программу, которая есть уже у ребенка. And whether we've trained therapists or teachers or parents, Мы таким образом учим и родителей, и специалистов, и педагогов. we get pretty consistent findings. И вне зависимости от того, кто программу проводит, соответственно, у нас результаты примерно одни и те же. So we get increases in joint engagement, so the amount of time child and the other person spend together. То есть мы получаем увеличение в совместной вовлеченности во времени, которое ребенок находится вовлеченным с другим человеком. We can increase their play skills У нас получается улучшение игровых навыков and increase their joint attention. и, соответственно, улучшение совместного внимания. So there are a lot of different studies. You just have to keep pressing, yeah. So if you want to put yourself to sleep at night, Если хотите лучше засыпать по вечерам, especially because they're in English, особенно потому что все по-английски. right? So there's a lot of studies you can read. May I just make a comment that everything is available on the website. Значит, все вот эти вот презентации доступны в разделе «Ресурсный центр» фонда «Обнаженные сердца». То есть вы просто можете это скачать и потом, если действительно плохо спите, читать их по вечерам. Right. All right. Okay, so when we teach parents strategies, we layer those in as well. Когда мы учим родителей эти стратегии, мы тоже наслаиваем одну на другую. So each week we would teach one strategy and then we build on То есть those. каждую неделю обучаем новые стратегии и на ней потом строится дальше. We actually teach therapists and teachers the same way. И на самом деле специалистов и педагогов мы учим точно так же. So the first, we think about it in terms of phases. So Соответственно, мы думаем о том, как мы учим вот этими слоями, думаем про фазы. the first phase is really just understanding who your child is, what their developmental level is, И, соответственно, первая фаза – это просто понимание, кто есть ваш ребенок, какой уровень развития сейчас имеется, and establishing those play routines. и установление вот тех самых игровых рутин. And that can be really hard И это может быть очень сложно, because some of our kids are really sticky. потому что некоторые наши дети, они вот так вот залипающие. Right, so we want to develop some play routines, and then in the next phase we're going to expand those. Потому что мы хотим развить какие-то игровые рутины, чтобы на следующих фазах их расширять. And in the second phase, we're also going to spend a little bit more time teaching very specific skills. Like, На второй фазе мы чуть больше времени тратим на то, чтобы учить очень определенным навыкам, including, joint attention, which is включая important. то самое важное совместное внимание. And in the final phase, we're going to do a lot of practice of those routines and expansions. А на последней фазе мы расширяем рутины и вообще много чего расширяем. And we're going to worry more about what we say. И мы How we тогда больше начинаем задумываться о том, что мы говорим. So the language that we use.
Какой мы, собственно, используем с ребенком язык. But it's like driving a car. You know, Это как машину водить. it's hard to do it all at once. Невозможно всему сразу научиться. Right? So, for example, we don't ask a lot of questions. Например, мы не задаем ребенку особо много вопросов. And as parents, I'm a parent, we ask a lot of questions. А родители обычно, вот мы родители, много его что спрашиваем. Right? So, how was your day? What did you do? What did you eat? Who'd you play with? Что делал, что там туда-сюда, что ел. Right? And so children will just say, fine, А дети говорят, or nothing. Right? So it's better for us to comment on things. Лучше бы для нас комментировать, Right? Model or imitate или and expand. имитировать и расширять. Right? So that will help the child to develop more language skills. И это больше помогает в развитии языковых навыков. We also have very specific strategies on helping children regulate themselves. У нас также есть очень специфические стратегии, которые помогают детям себя регулировать. And if they're unengaged, how we can get them engaged. А также, если они не вовлекаются, как можно их таки вовлечь. And for parents, you know, they have one child with autism typically. Ну и для родителей обычно все-таки в семье один ребенок. And so they just need to learn about that one child. И им надо как раз научиться про этого одного. Whereas a therapist or a teacher Если вы специалист или педагог, needs to learn more broadly about lots of different children. вам приходится учиться более широко про разных всяких детей. So one thing we know about autism Что мы знаем про аутизм? is that if you've seen one child, you've seen one child. Что если вы видели одного с аутизмом, ну вы одного и видели. So children are very heterogeneous or Они variable, очень разные. right? So what you do with one child might be different from what you're going to do with another child. Для одного ребенка может сильно отличаться от того, что вы делаете с другим ребенком. So, you know, you need to practice the skills and have a really solid understanding of what you're doing with children, what the process is. Вам надо практиковать ваши навыки, иметь очень хорошее понимание того, что вы в процессе с этим конкретным ребенком делаете. Right, so, yeah, these aren't Вот это уже videos. можно все снимать. They're not videos, but they're just Они очень pictures. картинки, это просто фотографии. So when we've done so I'm going to talk a little bit about some parent studies that we've done. So we tend to either do information sharing with parents. So we give them a lot of information. Я поговорю об исследованиях работы с родителями, которые мы проводили. Ну вот обычно стратегия следующая. Либо мы обучаем родителей и даем им какую-то конкретную информацию. So we might talk with parents about how to communicate with their children, how to engage them. То есть мы можем разговаривать с родителями, как коммуницировать с детьми, как вовлекать их. But we don't coach hands-on with your child. Но при этом мы их как бы вот коучингом или практическим консультированием прямо вместе с их ребенком не занимаемся. And the other type of intervention is to do hands-on training. А другой тип вмешательства – это как раз вот такой вот практикоориентированный тренинг для родителей. So parent-mediated interventions today are one or the other usually. Ну и вот на сегодняшний день программы родительские, они либо такого рода, либо другого, как здесь показано. So we have completed a study of toddlers, so 2-year-olds. Мы только что закончили исследование на тоддлерах, двухлетках детях. About 86 children. В нем принимало участие 86 детей. And half of the children their parents received parent education. И в данном случае половина родителей, они получали просто обучение родителей. And the other half received hands-on training in Jasper. А другая половина, она получала вот такое вот практическое консультирование в процессе работы с их же собственным ребенком. And all of these toddlers were receiving 30 hours a week of ABA. И каждая группа детей, она еще получила дополнительно сверху вот этого родительского обучения по 30 часов в неделю ABA программ. So these were not children who were not getting services. То есть это были не те дети, которым не давали никаких услуг.
But what we found was that when we did hands-on training with the parents, Но что мы обнаружили? Когда мы проводили практические занятия с родителями, so you can see the top line is the parents' joint engagement. видите вот эту вот верхнюю линию, уровень совместного увлечения с детьми. So that was looking at mother-child or father-child interactions at the beginning of treatment, То есть, соответственно, здесь мы смотрели на взаимодействие мамы или папы с ребенком в начале программы помощи, after 10 weeks, после 10 недель, and then after 3 months. а затем на прослеживание через 3 месяца. Right. And the dotted line are the parents who didn't get the hands-on А вот training. эта вот прерывистая линия, это группа родителей, которые не получали вот этого практического обучения. So it's difficult to engage children with autism. Вообще-то вовлекать детей с аутизмом очень сложно. So parents really benefit from having that support one-on-one with their child. Соответственно, родители получают много пользы от этой вот индивидуальной поддержки, когда их учат взаимодействовать с их ребенком. Right. So these are the details about that Вот study. это вот детали того исследования. So just 20 sessions over 10 weeks. Всего 20 сессий за 10 недель. Oops, it was a 6-month follow-up. А потом, извините, я тут перепутала, прослеживание не 3, а 6 месяцев. So we got increases in joint engagement, which we just saw. Что мы получили? Мы получили увеличение совместной вовлеченности, вы видели это на графике. And also play diversity, so more different play acts. Также мы увидели больше разнообразия в игре, более разные игровые навыки. And increased play level. И увеличение уровня игры. But what was interesting in this study was that the contrast parent education group Что было интересно в этом исследовании, вот эта группа для сравнения, которую мы использовали, had reduced stress, у нее снизился уровень стресса. right? Because we were talking with the parents and dealing with some of their stressors at Потому home. что мы с родителями говорили и как-то имели дело с некоторыми их стрессорами. So that helped to reduce how they were feeling Это stressed. помогло снизить то, как они чувствовали стресс собственный. And we didn't reduce stress with the hands-on. А при этом в группе, когда мы занимались практическим вот этим обучением, мы стресс не снизили. So it may suggest that parents actually need both. И вот этот вывод напрашивает, что на самом деле родителям надо и то, и другое. Right. So in another study, this was with 5 different sites across the United States. В другом исследовании оно проводилось на 5 разных площадках в разных местах Соединенных Штатов. And these were low-resourced families. И это семьи, которые обладали низким ресурсом. So they either were not getting additional services or hadn't started services. То есть это те, кого не было доступа к программам, к ресурсам. And this was for 2 to 5-year-olds, А дети в данном случае от 2 до 5 лет. about 112 families. В нем принимало участие 112 семей. And this was a 3-month intervention and a 3-month follow-up. И в данном случае мы имели программу вмешательства на 3 месяца и 3 месяца прослеживания. And again, we compared parent education И мы делали то же самое. Мы сравнивали просто обучение для родителей and hands-on Jasper. и вот этот вот Jasper программу более практическую. And we get the same result. И результаты получились те же самые. Right, so it matters to have that hands-on support for families if they're going to try to increase joint engagement with their child. То есть, если вы хотите увеличивать совместную увлеченность с ребенком, нужна вот эта практикоориентированная штука. Right, and in this study, То есть в этом исследовании we also got increases in symbolic play мы получили в группе Jasper также увеличение символической игры, and increases in initiating joint attention, а также улучшение в инициации ребенком совместного внимания. in part because these were a little bit older children. Частично потому, что дети в исследовании были несколько постарше. So developmentally, you would expect to see more symbolic play. То есть с точки зрения развития у таких детей больше ожидает символической игры. Right. So, all right. So the main point, though, is that a single treatment isn't effective for all kids, right? So Главное, что я хотела здесь сказать, что нету единой программы помощи, эффективной для каждого из детей.
So for some children, they need one thing now, and then later they're going to need something else. То есть некоторые дети, им сейчас надо вот это, а позже им понадобится что-то еще. Or even all children getting the same intervention. Not everyone's making really fast progress. А также, если даже всем детям давать одну и ту же программу помощи, не все получат быстрый прогресс. So we have really shifted to thinking about sequential interventions that personalize. То есть сейчас у нас в стране идет вот этот переход с тем, чтобы программы были персонализированы и последовательны. So it may be that a child needs that table time, sit down, one-on-one, ABA, DTT intervention. То есть, может быть, ребенку нужно вот это время занятия за столом индивидуальное, дискретными пробами или вот этими отдельными блоками. Maybe that works first. Может, это сначала будет хорошо работать, And then they need something more like Jasper, а second. потом дальше может быть что-то нечто Джаспера. Or maybe it is that if you're really young, you need something like Jasper, Либо наоборот, если ребенок слишком маленький, and then later начинать с чего-то типа Джаспера, а потом you need DTT for some academic skills. нужны дискретные пробы для обучения некоторым академическим навыкам. So we have to be open to thinking about the variability in our children. То есть мы должны быть открытыми, принимая различия в наших детях. So as a researcher, I'm trying to think about И я как исследователь пытаюсь думать, how to personalize or tailor interventions. каким образом персонифицировать и направлять эти вмешательства. And one way that we think about this are for children who are slow progressors. И один из способов это думать о детях, у которых медленно набираются навыки. So minimally verbal children, children who are slow to develop language, В данном случае минимально вербальные, те, у кого медленно развивается язык, have often been left out of research studies. часто их не включают в исследования. So in the US, which is where I'm from, most of the studies have been for highly educated families. В Соединенных Штатах, откуда я, многие из исследований, в них принимают участие высокообразованные родители. Those with resources already. Те, у которых уже есть ресурсы. And children who are higher functioning. А дети, которые повыше функционируют. Because children that are minimally verbal are excluded from those studies typically. И часто типично детей минимально вербальных и как раз из исследований исключают. So in the past 4 or 5 years, we have really focused on minimally verbal children. Ну и в последние 4-5 лет мы как раз вот пытались сфокусироваться на минимально вербальных. And we had an NIH workshop a few years ago, What is NIH? National Institutes of Health. И у нас были обучающие семинары, организованные Национальным обществом здравоохранения. It's our federal Это федеральная структура, agency that funds science. которая занимается финансированием науки. Right. And what we learned about minimally verbal И children чему мы научились, изучая минимально вербальных детей, was that most kids are not nonverbal. что на самом деле большинство из них не являются невербальными. So we define minimally verbal by the number of words that they То use. есть вот этих минимально вербальных обычно определяют количеством слов, которые они используют. So typically under 20 words if you're school aged. Обычно, если это школьного возраста, значит меньше 20 слов. А school age is Like 5-6 years of age. 5-6 лет, даже другой школьный возраст. So what's clear is that some of the children can speak, can talk, Что мы видим? Что некоторые из детей могут говорить, but they only do it in certain contexts. но делают это только в определенном контексте. So mom says they talk at home, То есть мама говорит, дома разговаривает, but they never talk at school. но никогда не говорил в детском саду. Or they talk very softly. Либо говорит Right. очень тихо. They have no confidence in their Как own будто нет voice. уверенности в собственном голосе. And one of the problems that we have is that people will recommend either more treatment, the same treatment, И в чем проблема? То специалисты либо рекомендуют увеличить дозу той самой же программы помощи, and often the same treatment that hasn't worked,
И обычно это та самая программа помощи, которая уже не работает. Or they take away treatments and they blame the individual because they're not responding. Либо они, значит, убирают программу помощи и всю вину накладывают на ребенка, который просто вот медленно прогрессирует. So we think now that a better way of personalizing intervention for individuals like Что this мы думаем на сегодняшний день? Что лучше бы персонализировать программу помощи для такого ребенка is to adapt the response based on the child's response. с тем, чтобы адаптировать ее к ответу ребенка. And so there's something called a SMART design. You should explain that I will. because that's abbreviation. Есть нечто, что они называют Smart Design. Which is Но это аббревиатура, поэтому я прошу расшифровать. it's a sequential, multiple assignment, randomized trial. Многократно применяемый рандомизированное исследование. So as a researcher, То есть как исследовать? we're going to randomize more than at least 2 times. Мы рандомизируем как минимум в данном случае дважды. So let's see. Давайте посмотрим. Is it possible to film this? Yeah, let's go to the next one. This slide. Давайте вот сюда. So, for example, in this design, Ну вот, например, вот в таком дизайне. you can see that children who are 5 to 8 years of age Вы видите, что дети 5-8 лет were randomized to receive one of 2 interventions. вначале их рандомизировали и отобрали в группу, которые получали это или это вмешательство. Because these children were minimally verbal, Поскольку они все были минимально вербальные, between 5 and 8 years of age, от 5 до 8 лет, we did not want to give them an intervention that wasn't going to work. мы не имели права им давать программу помощи, которая не срабатывает. So we gave everybody the best intervention we could think of, То есть мы каждому должны дать лучшее вмешательство, о котором мы можем думать. which was Jasper plus И оно включает Jasper плюс enhanced milieu training. плюс улучшенная версия программы Milieu. I'm not sure they know Milieu. Знаете Milieu про It's like обучение, environment. которое предполагает определенного образа конструирования окружения? Milieu — это среда с французского. It's a behavioral treatment to try to get spoken language. Это одна из техник поведенческих, которая направлена на вытаскивание устной речи. So we combined the two. То есть, соответственно, мы пытались комбинировать два подхода. So the difference here, И здесь отличие такое. they both got Jasper EMT, but half of them got a tablet. То есть у всех был и Jasper, и вот эта Milieu программа, но половине мы отобранным еще дали планшет. With the thinking that maybe the speech generating device И идея была такая: может быть, устройство, генерирующее речь, would help children to communicate more. поможет ребенку лучше коммуницировать. So it was controversial when we started this. И когда мы начинали это дело, было очень таким противоречащим штукам. Right, because a lot of people believe that if you give a child a speech-generating device, Потому что многие верят, если дашь ребенку устройство для генерации речи, they will never learn to talk, он так никогда разговаривать не научится. right? So this was the hypothesis that we wanted to know, is it going to work or not Ну, work? соответственно, это просто проверка гипотезы. Нам надо было понять, работает, не работает. So we randomized them to have the tablet or not for 3 months. То есть на 3 месяца их рандомизировали, одним дали, случайно отобрали, да, в выборке, дать ему планшет или не дать. And 3 months, because you should expect to see progress in 3 months. Ну, обычно мы ожидаем какого-то прогресса в программе через 3 месяца. So children who were fast responders, Те, кто отвечали на программу хорошо, meaning they were using socially communicative utterances. Имеется в виду, они стали лучше использовать социально-коммуникативные высказывания. Then those children just stayed doing the same thing. Мы дальше через 3 месяца оставляли их в той же самой программе. But if you were a slow responder, Но если прогресс или ответ на программу был медленный, then you got the tablet if you didn't have it before,
то если у тебя раньше не было планшета, тебе давали планшет через 3 месяца. Or you got an extra session a week. Либо давали дополнительную сессию в течение недели. Right, so we're either going to increase the dose of what we're already То есть doing, получалось, что мы делали для слабоотвечающих, либо увеличивали дозу вмешательства, or we're going to give you the other treatment. либо давали как бы другого рода программу. Right. So in this study, there И were вот в этом исследовании 61 children, 5 to 8. принимал участие 61 ребенок в возрасте 5-8 лет. They had fewer than 20 words that they Все used. минимально вербально использовали меньше 20 функциональных слов. They'd already had 2 years of ABA. Каждый из них уже получал по 2 месяца ABA-программы. Right? So these are not children who had not been exposed to early То есть это intervention. не те дети, которые никогда до этого ничего не получали. And what we found was the top line И что вы обнаружили? Вот эта линия сверху, are children who had the tablet. это те, у которых был планшет. And the line represents the increase in the number of spoken words. И вот это график, который показывает увеличение количества устно произносимых слов. So you'll see the bottom line is also increasing, but slowly. Видите, линия, которая снизу, она тоже увеличивается, но медленнее. So what's important here is the tablet right from the beginning Что важно, если даешь планшет с самого начала, really increased quickly the number of spoken words. быстро идет увеличение количества произносимых слов. We also got increases in novel words, new words, Мы также получаем увеличение количества новых слов and in comments. и комментирования. So joint attention language, То есть это язык, связанный с совместным вниманием. right? So the tablet made a difference. То есть планшет сильные отличия в итоге продуцирует. Okay, next one. So I'll show you a, yes. Can you repeat the name of the application that you're using? Prосят English. назвать название программы, которая использовалась. Proloquo to go. Пролог. Proloquo to go. But I would suggest that an easier one for you to use is Я something, предлагаю вам ту, которую попроще вам было бы использовать, easier one that's a free download которую еще к тому же можно скачать бесплатно. is Sounding Board. Sounding board, что есть звучащая доска. And you can put in your language, Russian, И там смысл в том, что вы слова можете записывать на своем языке, в данном случае по-русски. which is what we use when we go to other countries. Соответственно, мы ее Easier. используем, когда работаем с другими странами. I have examples on my iPad I can show У you. меня есть на моем iPad пример, я вам покажу. Okay, so this first little boy was 5.5 years old. Ну вот первый ребенок, который я покажу, он был 5,5 лет. I'll show you his very first session of therapy, Я покажу ему самую первую терапевтическую сессию, and after 3 months, а затем после 3 месяцев, 24 sessions. за 3 месяца он получил 24 сессии. He had 0 words. У него вообще ни одного Zero. слова не было совсем. And he's using a Dynavox, which is where we started with this project. Он использует не планшет, а Dynavox. Это мы с этого начинали в этом They're проекте. they're clunky. They're $7,000, Но они дурацкие, они стоят $7,000. and then iPads were much cheaper, and they came online, so we used those. Потом появились iPad, они гораздо дешевле, мы продавались через интернет, мы перешли с тех устройств на iPad. But you'll see the Dynavox in the picture with him. Поначалу вы увидите этот Dynavox. Okay, go ahead. Is it possible to film? Yes. Это можно снимать. Хочешь это или это?
Вот как говорит устройство. Дальше цвет называют. Хочу такой-то. So he's squeaky with his voice. У него как бы боится своего голоса. He hasn't used it in 5.5 years. Ну, не случайно он не использовал его аж 5,5 лет. But he left the treatment with 300 approximated words. Но вышел он с программы помощи с 300 слов, которые нечеткие, но аппроксимации. He, within 5 sessions, was programming the Dynavox. Через 5 сессий научился вот это устройство программировать. Because he's really smart and he can read. Потому что он вообще очень умный и читать может. So now he's pretty fluent, but he needed that access to communication. Сейчас он достаточно такой вот легко говорящий, но ему нужен был вот этот доступ к коммуникации. Right? So that was critical for him. Это было критически важно. So we now use an augmentative system with younger children. Сейчас мы используем вот эти дополнительные устройства для коммуникации с гораздо более младшими детьми. So remember our little boy that cried the first session with the toy, didn't want it to be Помните того мальчика, который плакал в процессе прооценки, потому что не хотел, чтобы убрали ту игрушку? So that was the first time we'd seen him. The second day, literally the second day, Это был первый раз, когда мы его видели. И вот на следующий день, натурально на следующий, we knew not to have toys that had a defined ending, like a puzzle. мы решили, что вот использовать игрушки, где есть четкий конец, как, например, пазл, собрал и все. So we chose toys that he couldn't finish. Мы выбрали другие игрушки, которые он не может, там нет окончания. And we brought in not the Dynavox, we brought in the iPad. И мы туда еще притащили iPad. His mother said he loves an iPad, Мама его говорит, он любит iPad. gets to YouTube fast. И тут же умудряется зайти на YouTube очень быстро. Right? But you can lock out YouTube. Но в планшетках обычно вы можете некоторые программы отключать, как в данном случае отключили YouTube. Right. And so this is the second day, and you'll see that, notice that he uses 2 buttons together. И прям второй день вы увидите, что он 2 кнопки вместе использует. And he's completely regulated. И он абсолютно отрегулирован. So I can show this one. It's saying people on ramp. Он говорит, люди на вот этой вот, как это называется? Saying people on. То есть людей ставят на вот спускающуюся дорожку. Yeah. So we model ourselves on the Мы iPad, начинаем моделировать, показываем ему на iPad, and the child imitates. и ребенок имитирует, делает то же самое. So we don't need to prompt it or teach it in То another есть нет way. необходимости давать подсказку или как-то обучать, вот мы просто моделируем. And this is a few weeks later with another therapist, and we're upping the ante a bit. И вот это через пару недель позже и с другим специалистом. И называют цвета этих блоков. На. So he says on. И он говорит на. And now he has many, so that was when he's 3, he's now 4, Вот это было, когда ему было 3, сейчас ему 4. has many words. Много слов. Still uses his iPad because it helps to regulate him До сих пор использует свой iPad, потому что помогает его регулировать. and to correct his language when other people don't understand him. А также как бы скорректировать его язык, когда другие люди его вербально не понимают. And he's super smart, he can read. Он тоже умный, он умеет читать.
So I think what we uncover about children is how smart they can be. Что мы обычно не понимаем по поводу этих детей, на самом деле, какие они умные. But the only way we can discover that is by giving them access to communication. Единственное, как мы можем понять, насколько они умны, это давая им доступ к коммуникации. So I think it's very important that we Я думаю, что это do очень that. важно делать. Okay, finally, Мы к концу двигаясь. deployment of these effective interventions can be pretty limited. Видите, иногда бывает маленький прогресс. So we're trying to move some of these out into the community. И мы хотим, чтобы то, что хорошо работает, мы могли передавать на места, не только в университете. And so we've done 2 studies, one in Los Angeles, another in New York. И мы сделали 2 исследования. Одно проводили в Лос-Анджелесе, другое в Нью-Йорке. Right, and so in New York we taught non-specialists, И в Нью-Йорке мы учили тех, кто не специалисты, like who? teaching assistants. Собственно, ассистенты преподавателя, which means what kind of education? High school. То есть, говорю, какое образование? Просто школу закончившие. Right. And so what we find with 2-year-olds, these Что мы are обнаружили? again Двухлетки. 2-year-olds, is that we can get very similar findings from what we can do in the laboratory. С двухлетками можно добиться таких же результатов на просто выпускниках, школах, нянечках, да? Right. Что и мы делаем в нашей лаборатории в So the orange line is better joint engagement with others. Вот это вот оранжевое, это улучшение процесса совместного и вовлеченности с другими. So 2 centers were trained and 2 centers were waiting to be То есть trained. 2 центра учат, а 2 центра в листе ожидания. And so you see a big jump Вы over. видите огромное 3 увеличение months. аж за 3 месяца. We also found better nonverbal gestures by children who got Jasper by their aides. Мы также видим увеличение количества невербальных жестов в группе детей, которые получали программу Jasper от помощников воспитателя, не знаю, как называть это. And we also found that children were speaking in 1, 2, and 3-word phrases more. Также мы видим, что дети используют фразу 1, 2, 3 слова чаще Right, with Jasper than they were with с waiting. программой Jasper, нежели находясь в листе ожидания. Right. So it's important to fill in those foundational skills. То есть очень важно восполнить те фундаментальные навыки. Okay, so we know some things, right? Кое-что мы знаем. We know that we can change those core impairments, Мы знаем, что возможно изменить вот эти ключевые нарушения. and we can increase what's meaningful to children and Мы можем families, увеличивать то, что является осмысленным для родителей и детей, so that your child can engage with you, can play with you, чтобы ребенок мог быть больше вовлечен с вами, играть с вами and can communicate. и коммуницировать. And so teaching, people in the community really matters, whether they're parents, teachers, И обучение людей, которые живут в сообществе, очень важно, будь то родители or peers. или сверстники. So I have a whole nother line of work just looking at peer У relationships. меня есть другое направление работы, мы там смотрим только на отношения со сверстниками. And we expect that these kinds of foundational skills will generalize И мы ожидаем, что вот эти вот фундаментально базовые навыки, они будут генерализироваться and will jumpstart development. и улучшат резко развитие. So we expect that these things don't stop, but they continue to То grow есть мы ожидаем, что вот эти вот навыки не остановятся, а будут продолжать улучшаться and affect other outcomes. и влиять на другие улучшения. But, we're still fairly young in doing this kind of research. Но мы все равно вот такого рода исследованиях еще в самом начале. So our goals are to try to understand what it is about these interventions that really work, То есть мы должны понять, а что все-таки внутри этого вмешательства реально работает, and then how we can better personalize как мы interventions. можем лучше персонализировать программу помощи. So what will be very cool in the Что было бы future очень круто в будущем, is if we can deliver a treatment just when it's needed. чтобы мы вообще могли давать программу помощи ровно тогда, когда она нужна. Because not everybody needs an intervention, Потому что не всем нужно, and some people need multiple а interventions, некоторым нужно много разных. right?
So that's for the future. Ну вот это только для будущего. So thank you. Спасибо. Great timing. Oh, good. Good, good, Ты good. прекрасно уложилась. Ну что, мы переходим к вопросам. Now У we нас are есть coming to the возможность. questions. We have some Мы time for оставили questions. специально достаточно большой кусок We времени на то, чтобы вы могли especially задавать вопросы, gave если они у вас, 30 конечно, minutes есть. for the или question можно просто if you have them. будем гулять по Москве, так сказать. If not, Вот. you have a Есть у book. кого-то вопросы? Please ask your questions. English, Russian? Как вы хотите? Давайте лучше. English for me. Вы спрашиваете по-английски, а Таня переведет или я. I have a question. А еще лучше сами все потом I have a question about the difference between using the iPad, or preference rather, for using the iPad versus the picture exchange system. Мой вопрос по поводу предпочтения использования iPad для обучения речи, либо PEX карточек для обучения речи. Right, so PEX is commonly used in ABA programs, PEC часто используется в программах ABA, but the evidence for PEX is not good for increasing spoken language. но все-таки доказательства PEC не так хороши для увеличения устной речи. It's pretty good for exchange, Она очень хороша для обучения вот этому обмену, right, for requesting, для Sorry. обучения просить. right? So children will request, but they're not commenting as Смотрите, easily. дети учатся просить, но при этом не учатся так хорошо комментировать. And I would argue that the iPad is more normative, Ну, это выглядит более обычно. В it's iPad faster, быстрее. so, and it has some features that are really important. Similar to PEX, it has the visual, И там есть такие важные тоже характеристики. Так же, как и в PEX, там есть визуализация. and it has the motor component. So you're И pressing the какой-то button, двигательный компонент, когда or надо you're- нажимать на кнопку, либо передавать карточку. or with a picture, you're exchanging it. Когда вы меняете карточку на объект. But it has an advantage that it also has the auditory piece. Но преимуществом планшета является то, что там есть еще озвучивание. So we don't know why it works for Мы не kids. знаем, почему это срабатывает для детей. So it could be any one or all of those three Это components. может быть либо один, либо все вот эти три компонента. And it's also just more motivating. Ну и еще это очень штука мотивирующая. Yeah. And you know, you can get tablets, not iPads, but И tablets можно fairly взять iPad, inexpensively использовать, now. но и другие планшеты, они недорогие сейчас. But a critical piece here is that it is incorporated into the behavioral intervention. Но важная штука, она должна быть встроена в это поведенческое вмешательство. So you're not just giving it to a child to, Просто вот так figure out. дал, чтобы сам разбирался, что делать. right? So I don't, you know, I think it's better. Yes. Вот у меня комментарий такой. Хороший программ PEC учит двум из существующего большого количества коммуникативных функций. Извините, пожалуйста, вы отвечаете на вопрос? Хорошо, тогда я сначала отвечу. Есть дети, которые уже освоили, не умеют просить. Но вот мы с вами сидим здесь долго, и никто ничего не попросил. При этом мы используем другие коммуникативные функции. Мы комментируем, делимся информацией, мы задаем вопросы, отвечаем на вопросы. То есть просьба важная коммуникативная функция, но она, ее место ограничено. И поэтому в обучении коммуникации очень важно думать не только про просьбы. Прекрасная программа PEC, она очень хороша, правда? Она учит чему-то определенному. Просить на 4 стадиях и на 2 последних комментировать. То есть мы физически не можем использовать эту программу для развития другой коммуникативной функции. В игре мы не только просим. So the little 3-year-old boy То есть вот трехлетний котик. left his program with a huge PEX book. So we had just spent time teaching the iPad, 2 days. Ну вот, когда этот трехлетка пришел, была огромная книжка толстая PEX, а вот мы iPad научили за 2 дня. His school program insisted on PEX, Его программу в школе они настаивали на PEX. but he didn't use it. But he did use the Он ее iPad. особо не использовал, а при этом использовал iPad. So I think you'll also find preferences among children. Вы также можете найти индивидуальные предпочтения среди детей. So it's really important just to be open. И важно очень быть открытым. Right?
Yes. Есть ли программы? Держите Спасибо, поближе. во-первых, за все, что вы Thank you нам very рассказали. much for Вот есть ли everything. такие Are there программы, any programs которые вызывают в ребенке желание что-то делать? Потому что вот, например, у нас аутист 22 года уже. Извините, пожалуйста, надо паузу делать. Are there any programs that are increasing motivation? Because we have a person with autism who is already 22 years old. Так как в раннем детстве, так сказать, все было дано, и всему обучено, читает, играл на скрипке и так далее. Но желание Одну что-то секунду. делать. When he was younger, we were teaching him everything, including playing violin. But now, when he's 20 and he's reading, he's writing, now he's 22. То есть никогда не возникает желание к чему-то, что-то сделать, что-то But he's поесть, not не высказывается. motivated to do anything at the moment. Никаких желаний. No, То есть все no у них, motivation. желание He's как бы able to do существовать many things, в but нашей жизни нет. he's not motivated. Is he depressed? Мотивации. No motivation. К вам вопрос. А как вы думаете, может быть, у него депрессия? 22 года депрессии. Do you think at 22 years depression? Yeah, absolutely. Да, конечно. Absolutely. Да. So I think as children with autism get older and they see the difference between themselves and other people, По мере того, как ребята с аутизмом растут, и они начинают замечать разницу между собой и другими людьми, he definitely could be Ей depressed. люди неинтересны были с самого начала. but she was not very motivated to do something with people since the very beginning. From the very beginning. So, you know, this may be a person who's very bored, who's very smart and isn't Это being может быть challenged. человек, которому просто скучно, очень умный, просто недостаточно напрягаемый. Or just haven't quite found the activity that would be Либо motivating. пока еще не подобраны те активности, которые могут мотивировать. So having high expectations for, Высокие you know, ожидания от человека. I mean, if he can read and he can write, I mean, he А could те, work. кто умеет работать, читать, писать, maybe it's prompt dependency. Well, he could be prompt dependency. Это может быть также зависимость от поддержки других. If he doesn't initiate anything on his own and has Если человек never, никогда не could be. инициировал самостоятельно, so I think, you know, I mean, it's hard to know without seeing him, понятно, не видя человека, невозможно быть точным. but you would want to kind of step back and evaluate his environment, evaluate what has been going on with him for all these years. Хорошо бы просто сделать шаг назад и попробовать оценить, что происходит с человеком, в каком окружении живет последние годы. But if you can read and you can write, you have some real strengths. And Если человек может читать, писать, соответственно, там есть реальные сильные стороны. so he's very young. It's not too late to change that. И 22 года это еще молодой человек, и никогда не поздно что-то менять. So maybe a job where he's getting paid, or И может быть You know. трудоустройство, возможность зарабатывания денег. Дело в том, что такое впечатление, что это компьютер, в который все, так сказать, вкладываешь, все там хранится абсолютно все. Потому что книги не здесь память, компьютерная память So the совершенно. person is Но, looks как like a компьютер, computer because we are investing, we are putting something in, but Uh-huh. it's staying there. а обратно No response from this person. самостоятельно как бы действует. She's not Так что это initiating. компьютер. she's he or she? She. She. Oh, she. And she's not initiating. Well, again, I would evaluate her mental health, whether Я бы she's все-таки начала depressed. с попытки оценить, нет ли там депрессии. Please tell the statistics how many people with autism are also depressed. a lot of. I don't- More than 30%. Probably. Исследования показывают, что не менее 30% подростков, взрослых с аутизмом параллельно имеют депрессию. But also ask is that kind of. In the United States, we talk a lot about self-determination. В Штатах мы очень много говорим о самоопределении. How much is she having input on what happens to her? Насколько много человек вносит свой вклад в то, что с ней происходит. So asking, like, Спрашивая. you know, what you want to do, and
И что ты хочешь делать? And maybe giving, she'll say nothing. Yeah, Она говорит или yeah, maybe использует, depressed. Лексикон очень богатый. Ну, Чисто, если книги наизусть, так сказать, пересказывает, конспектом. But she's verbal. Компьютерная память, собственно, постоянно. Yeah. Но она не использует, ей нет необходимости. Нет But мотивации. she's not motivated to speak with people. She's not ready to speak with people. Yeah, I mean, that's a puzzle. It's a puzzle, but you need some additional expert to look at this child. Наверное, нужен дополнительный эксперт, чтобы посмотрел на девушку. Yeah, I would get an evaluation. I mean, it's hard for me to say without knowing her, Я бы but все-таки рекомендовала процесс профессиональной оценки. Трудно сказать, не зная человека. is it possible to get an evaluation? Смотри. Смотрите, мне кажется, я должен вмешаться, потому что мы не можем индивидуальную консультацию в рамках одной лекции провести. Смотрите, у нас есть такая... But it's worrisome, У yeah. нас сейчас, конечно, есть очень трудная с вами ситуация. Мы в нашей стране сталкиваемся с тем, что в Америке столкнулись 40-50 We лет are назад. facing the things Называется that you кохортный faced эффект. maybe 40, Мы 60 знаем, что years человек, ago. которому And 20-30 then лет, we know скорее that the всего, не person who получал is адекватной now 20-30 years old И они видели такое probably же, didn't когда get any начинали treatment свои when the программы, person was они younger. видели, что дети So, маленькие, and now которые you can участвуют в see the программах, children они who are now young, they are становятся getting absolutely другими, different approaches. и программы, They look которые нужны different. для взрослых, And для those молодых programs взрослых, that we они need должны for быть young более интенсивными, adults, они должны быть более they затратными. should be more Нам нужно intensive, отматывать нашу because we голову have to go назад и back думать, что мы to не somehow сделали, fill the потому gap, что вы рассказываете which was ситуацию, absent, которая because what you are очень talking типична для about человека с is аутизмом, quite когда вот есть typical эта for a зависимость, person поддержки, депрессии, who is maybe изоляции. depressed, maybe И когда, собственно, isolated, вот maybe то, чему нас codependent. пыталась Конни And the научить, things that мы не you are сделали в teaching свое us, we время, не didn't научили просить, haven't играть, done that взаимодействовать, when the person выходить, was дружить. younger. Да. И эта штука So we закрутилась didn't в большой teach person to be круг. motivated, Это мое involved. субъективное мнение. Of Может быть, course, оно не that's my согласится. subjective opinion. Но нам надо подумать о So том, what we have to think, что мы не сделали из тех what we методов have not современных, done, поведенческих. using these approaches Что мы не сделали в смысле депрессии и других what we haven't коморбидностей, done, о которых мы сейчас даже не думаем вообще часто, думаем о людях с аутизмом. Мы думаем, вот аутизм, people are давайте very вот rarely программу для аутизма, а то, что у человека для аутизма выше риск всего остального, We don't гиперактивности know that и the депрессии, risk for other conditions are much часто higher аутизм for бывает. depression, for hyperactivity, for Поэтому, other мне кажется, conditions. давайте мы переключимся вот на раннее вмешательство, потому что сегодня лекция про раннее вмешательство. Если хотите, завтра будет лекция более широкая в 5 часов. At the conference it will be also И там, соответственно, Конни будет presentation on рассказывать про different программы, topics. в том числе и для And you will be молодых людей, talking и about для children who are взрослых. different И, age. собственно, там будет у вас возможность побольше про это will be послушать, и еще раз, also может быть, here задать какие-то вопросы possible to более hear конкретные. things. Да? Слав, давайте- скажи, пожалуйста, я хочу сказать про лекцию Брайана Кинга. Она есть на сайте ресурсного центра федерального по аутизму и на сайте фонда «Обнаженные сердца». Он как раз говорит о коморбидных состояниях для людей с аутизмом. В основном это касается подростков и взрослых людей. И он как раз рассказывает об особенностях протекания этих состояний. Даже депрессия, обсессивно-компульсивные расстройства и некоторые другие состояния. Очень интересно, это действительно мировой величины человек, и он отвечает за то, что говорит, в отличие от многих. Спасибо, Таня, большое. Давайте к раннему вмешательству вернемся, у нас есть Coming еще back to время. young children. Вопросы еще есть у вас? Да, Young давайте. children grow up. Would like to start from thanks Uh-huh. for this very practical presentation. And this is very humanistic because individual approach to the children is probably the foundation of our work. The question is, все-таки на какие теоретические исследования ученых вы опираетесь? what kind of theories you are using in your approach? In our For it- approach? Yeah. In Jasper? Yeah. So we think of it as very developmental. С одной First. стороны, это психология развития, развивающие науки.
Right, so thinking about the child's development and also using some behavioral strategies, so some ABA. О стадиях развития, ну и также, конечно, поведенческие стратегии, то, что дает нам ABA. So a real combination of those То two есть different это theoretical комбинация развивающих подходов и approaches. поведенческих подходов. And in part that developed from my own work with Marion Sigmund, who was a developmental clinical psychologist. Ну и мы развивали эту программу вместе с Мэри Сигмунд, которая психолог развития. And she did a lot of work on early development of children with autism, what was different, what was similar to other children. Она, собственно, занималась тем, что много писала о раннем развитии детей с аутизмом, в чем они отличаются от типично развивающихся и в чем различия. And then how they changed over time. Ну и насколько это меняется со временем. And so I think it's really a fusion of those two different theoretical models, Соответственно, это экстракт из этих двух теоретических моделей. because both of them are valid in thinking about children's development, especially children that are so complex as children with autism. Потому что и та, и другая, и те другие подходы, они, собственно, пытаются понять развитие детей, и особенно детей, которые настолько другие, дети с аутизмом. When we think about a child's whole program, and not just whether or not you use Jasper, but a whole program, Ну и когда мы думаем вообще о программе для ребенка, не только вот включая Jasper, you really need to step back and think about all the different methods that one could use. Хорошо бы сделать шаг назад, подумать о том вообще, какие подходы для этого ребенка надо использовать. And so there should be a little menu that you pull from То есть for individual должно быть такое children. вот небольшое меню для каждого, когда вы что-то выбираете для каждого из детей. Because some children don't need very much intervention, and some need enormous Потому amounts. что некоторым так не надо много программ помощи, а некоторым нужно очень много. Some need social skills training, some do not. Некоторым нужно обучать социальным навыкам, некоторых нет. Right, and so we have to be fairly, thoughtful about the evaluations Мы that we должны make. очень хорошо, вдумчиво проводить оценку. Right, so it's a combination of То есть, theories. короче, Jasper — это комбинация двух подходов. Спасибо. Ответили на ваш вопрос? Yeah? Да, где у нас микрофончик? У меня еще один вопрос будет, касающийся возможного обучения этой фишки в России. Есть ли Do you think it's possible to teach Russians about Jasper? Are there anybody who is already Are there practicing that? already people who can teach Jasper in Russia? Do you have any centers in Russia? Not in Russia, Значит, no, в but in России у some нас other пока ничего countries. нет, есть в других странах. Macedonia, В Македонии учили, and we've trained some people in Serbia. в Сербии, Where else? Норвегия Yeah, Norway uses it. Right. используют. So I mean, it's possible to teach anyone, right? Естественно, всех Even можно Russians, учить. right? Don't say that. You said that. Это ты так, Слав, часто говоришь. Of course, Russians. Конечно, можно учить. И мы надеемся, что Конни действительно And we hope все-таки it will be согласится нам possible. помочь тоже. What's that? Slava is looking forward to the possibility to use Jasper in Russia. We're trying to get a manual Мы сейчас как раз out, в published. процессе выпускания руководства. which is sort of the first step. We've waited so long to Мы do так that. долго ждали вот этой публикации And in руководства. part that's because every time we've done a study or a different group of kids, we've learned something new. Частично случилось это из-за того, что каждый раз, когда мы делаем какие-то исследования на разных группах детей, мы что-то новое получаем. We also learn a lot about teaching different people how to do these kinds of Также strategies. достаточно много чему научились по поводу того, какие группы взрослых учить, каким стратегиям. Because the strategies have to fit within the context in which you Потому live, что стратегии обучения должны встраиваться в контекст того, что человек делает. or else they won't work. В Right. противном случае оно не будет работать. So we're hoping that the kinds of ways in which we teach would then be sustainable and helpful. Мы хотели бы, что в зависимости от того, как мы учим, чтобы оно и оставалось в человеке, был помогающим. Right. Ага, давайте. Спасибо большое за интересную Thank you very much for this interesting презентацию. У меня presentation. вопрос, какими методами оценивается ребенок раннего возраста? So my question is, what kind of assessments you are using for children when you are just starting the program? So what kind of assessment you are using pre-program? И оценивается его прогресс. Pre-Jasper. Pre-Jasper. Yeah, so we use
We use a structured play assessment Мы используем структурированное and the ESCS. обследование игры, ESS. And we often do a language sample with Мы children. часто делаем обследование языка речи. And then, of course, we do standardized tests, Ну и, конечно, стандартизированные тесты, like what? like the Mullen Like Moulin, IQ test, на IQ. maybe a standardized language test, like the PLS, Может быть, стандартизированную оценку языка, which is preschool language scale. которая дошкольная шкала оценки языка и речи у детей. But the most important thing for trying to do JASPER is to do ESCS and SPA, so assess social communication and play. Но для Джаспера мы особенно внимательно относимся к оценке социальной коммуникации и игры. And we've, one of my graduate students developed a very short assessment for teachers, which has И одна из моих выпускниц, студенток, создала очень короткий инструмент для педагогов, it's called the SPACE, называемого Space. Short Play and Social Communication Evaluation. Короткая оценка игры и социальной коммуникации. So it takes about 15 minutes. Минут 15. And the goal there is to really be able to select targets for treatment. Ну и, соответственно, цель этой оценки – это выявление целей для программ помощи. Right, so there's no reason to do an assessment if you don't use the results to, Никакого смысла проведения оценки, если его результаты не используются для программ, нету. right, so it's published. Оно опубликовано. I put in videos just calculating time, how long the child is engaged or not. How long is, Я спрашиваю, а кодируешь ли ты видео, чтобы просто засчитать количество времени в увлечении ребенка? wait, what, I'm not, Coding videos, when you are just calculating the time when the child is engaged. engaged? Yeah. So children vary on that. So you're trying to increase them from maybe 0 minutes. Is that what you mean? Дети очень сильно отличаются. Мы пытаемся, конечно, от 0 минут улучшать. But we have children who will play with us for 45 minutes to an hour by the end of Есть те, treatment. которые к концу играют аж прям вот 45 минут или час, прям все время играют. You know, and that's impossible sometimes for a parent to do that at home. Для Can you детей такая imagine? штука обычно невозможно часто столько играть с детьми. But the goal is that they're just more engaged, more Но communicative. цель просто в том, чтобы general. они больше коммуницировали и более вовлечены были. Right. So, Еще вопросы? Похоже, все. It looks we are finished with the questions. Ну что ж, тогда скажу спасибо So большое. thank you Конни. very much. thank you. Спасибо вам большое. Спасибо. Thank you very much. Yeah. Okay.